Яхо, ребятки. Наше море опять штормит. Приходится все делать одновременно, одним дублем. Что ж, спустя 1,5 года жизни в Египте мы пытаемся расширять границы на море и на суше. Ведь нельзя же забывать, что у нас здесь не только Красное море, но еще Средиземное. Но даже это не самое интересное. В Египте море порой возникает там, где его совсем не ждешь. И самое жаркое песочное море на планете тоже частично находится на территории Египта. Конечно, я говорю про Сахару. Услышав это название, воображение начинает рисовать высокие песчаные дюны причудливой формы, барханы, кактусы, перекати поле и практически полное отсутствие растительности и животных обитателей. Но чтобы раскрыть наиболее важные тайны, следует углубиться в самое сердце этой пустыни. Под множеством барханов находится истинное сокровище Сахары – оазисы. И один из самых ярких из них – оазис Сива – Большое песчаное море. В течение ближайшего часа я расскажу вам об удивительном путешествии длиной в 3000 километров. Вместе мы посетим то, что египтяне называют соляными пещерами. Окунемся с камерой в бирюзовые озера, которые стали инстаграм-символом региона и подарили ему международную известность. Пройдем по пути Александра Македонского и узнаем, зачем он вообще отправился в эту глушь, попутно угробив 1000 людей в попытке отыскать оазис. И чем все обернулось? Конечно же, мы отправимся в знойную Сахару и покажем вам, что такое настоящее джип-сафари, а не это вот все, что предлагают в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. А напоследок встретим закат на побережье Средиземного моря Марса-Матрух. Этот курорт набирает все больше популярность у гостей Египта. А раз есть море, надо его показать. Так что собирайте свои попкорны, хорошее настроение, гневные комментарии, конечно же. И продолжайте просмотр. Яхоюшки. Ну что, ребятки, с подшином. Say hello. Тут стоят как бедные родственники. А что у нас тут за голодинки? А что это мы такие тут ворота охраняем? Дорога в одну сторону из Хургады занимает в среднем 12 часов. Для современного мира не так и мало. Для современного микроавтобуса не так и много. Выезжаем в ночь, закрываем глазки, просыпаемся в оазисе, заселяемся в отель, понимаем, что мы в другом Египте. В том Египте, где всего пару процентов жителей египтяне. Большая часть населения – берберы, вторая по численности. Жители пустыни – бедуины. Отсюда и другая культура, другие традиции, другое отношение к природе. Аромат свежести под кронами финиковых пальм и оливковых плантаций, чистые улицы города, ностальгия по родине в окружении огородов с луком и петрушкой и полная изолированность от внешних проблем и забот. В 2007 году в Сиве были найдены окаменевшие отпечатки ступней, возраст которых оценивается в 3,6 миллиона лет. Они могут оказаться самыми древними следами человека в истории. Видимо, уже тогда люди искали уединения и покоя. Зачем ты рогатку растопырил-то? Глядите, муха на носу сидит, а такой довольный. Сладкий, сонный котенька. Ну зевай уже, зевай. Ну как тебе в Сиве? Ну, рано еще делать вывод. Пока все неплохо. Очень хорошо. Куда ты пошел? Иди зимой. Иди сядь. Да. Обалдеть. Взяла в плен Эльвира Пёселя. Вот это да! Заселившись в весьма аутентичные номера и слегка освежившись, нас первым делом везут в соляные пещеры. Звучит, конечно, многообещающе. Реальность оказалась еще более сногсшибательной. Нет, это не восхитительные соляные шахты румынского города Турда. Тут другое. Представьте, что вы хотите строить туристический бизнес в месте, где есть богатство только соль да огурцы. Выход есть. Берете ваш двухэтажный домик, выделяете комнату для собственной семьи, остальные комнаты засыпаете солью по пояс, а дальше закапываете в этой соли туристов. Ощущение странное. Но то ли виной тому долгая поездка, то ли волшебное свойство местной соли. Но будучи засыпанными, мы уснули. Все. Вот этот паренек занимается херней. Не ожидала, что меня закопают в соли, конечно. Чувствую себя Лениным. Будущее мумии. Пацаны, помахайте. И через 40 минут чувствовали себя сильно бодрее. Настолько, чтобы отправиться в изюминку социальных сетей. Соляные озера. Далековасенько. Спатеньки хочется. Вы наверняка видели удивительные фотографии из этих мест. Зачастую люди и ассоциируют название оазис Сива именно с ними. Хотя оазис подразумевает пресную воду. Да, получить такие фотографии можно, особенно если вы знакомы с графическими редакторами. Реальная же картинка не настолько яркая, но обо всем по порядку.
Вначале вашу команду пересаживают из комфортабельного кондиционируемого микроавтобуса в какие-то наладан дышащие колымаги. Везут сквозь промзону по добыче соли, которая, тем не менее, выглядит крайне занимательно и поражает наличием бурной растительности посреди соляных водоемов. И привозят к тем самым озерам, где добыча соли прекращена. Кому доводилось бывать на меловых карьерах Беларуси, картинка покажется знакомой. Отличие лишь в том, что кругом не бурная белорусская растительность и места под палаточный лагерь, а острая, нагретая африканским солнцем соль. И с одной стороны, от пустынного зноя можно спастись в воде. С другой стороны, концентрация соли в ней превышает уровень Мертвого моря. Еще бы чуть-чуть, и вы бы смогли просто пешком гулять по ее поверхности. Конечно, ощущение удивительное. Вода держит тебя на поверхности практически в любой позе, освежает, а подводные рисунки соляных стен поражают воображение. Но ни в коем случае не позволяйте этой бирюзовой жидкости попасть вам в глаза. И что еще страшнее, в нос. Ощущения запомнятся мне на всю жизнь. Поэтому обязательно иметь с собой шлепанцы с твердой подошвой, очки для плавания, а не маску, и огромный запас пресной воды, чтобы не стать застывшей каменной статуей после выхода на поверхность. В идеале иметь с собой холодильный бокс со льдом, чтобы не перегреть камеры и телефон. При таком наборе прекрасные фото и яркие впечатления вам обеспечены. Просто потрясающе. Посмотри. Господи. Если бы сам не попробовал, я бы не поверил на самом деле. Она не то, что тебя держит. Опа-на. Вы акробатические. И вот так. И вот так. И как угодно. В любой экскурсии по Египту есть плюсы и минусы. Чтобы максимально от них застраховаться, мы решили отменить любые расписания. Группа сама себе строит тайминги, каждый выбирает, куда и когда хочет поехать. Или вовсе остаться в лагере и наслаждаться горячими источниками. После купания в соляных водоемах нам хотелось продолжения. Ну этот, братцы, прям горячий-горячий. Водичка цветет, конечно. Рыбки живут. Но прикольно, прикольно. В пустыне, в горячем бассейнчике, с термоисточником. Продолжаем изучение. Слушайте, ну не кипяток, но градусов 50. Шикардос, пустыня дарит. Что поговорить, чтобы все было больше радостно, надалечку заливать. Да, надалечку. Берите с собой побольше алкоголя. Побольше алкоголя. Эликсиры. Счастья, любви, здоровьица. Рыцарского, богатырского. Доброе утречко. Трошки странно видеть такую погоду в Египте. Прям предвкушение бури. Но, видимо, из-за количества влаги, которая здесь есть в Сиве, это вполне себе рабочая история. И вот эта вот свежесть утренняя, влажный воздух. Блин, ребят, невероятные ощущения, честно. А кто тут у нас? Подозреваю, что в 6 утра. Нет, не с 6. Как спалось? Шикарно. Мы уже с Людой обсудили этот прекрасный пальмовый шум. А это пальмовый шум? Да, я думал, что ливень льет. Не успели принести завтрак, а Элечка уже здесь. Уже все. Уже. Когда надоела ориентальная еда, всегда есть маленький секретик женских побед. Слава богу, есть Google. И он сказал мне, что то, что в Петербурге называется тутовник, Да. на самом деле называется шелковица. Ну, шелковица — это одно и то же название. Все, уже оббирают, уже залезли в чужой огород. Конечно. Хорошо, что вот Надо подмазаться к оператору. Парам-пам-пам. Вот ты какая Нет, это все лапонька. твои. Спасибочки. В то же время непонятной была другая история. У нас впереди 4 ночи в Сиве, а главную достопримечательность мы уже посетили. Оказалось, что не главную. Отправляемся в Шале-Гади, или по-нашему отдаленный город. Город-крепость, столица оазиса. Потрясающее место, где можно отснять практически голливудский боевичок про войну на Ближнем Востоке. Но мы здесь с другой целью. Забраться на вершину, не свернуть шею, посмотреть закат.
Итак, древний город-крепость Сивы. Был построен из говна и палок, буквально. Глинобитный соляной кирпич, вперемешку с верблюжьим навозом, собранный в форме замка на вершине природной скалы. Разумеется, когда ты строишь настолько на совесть, то должен понимать, что в полночь карета превратится в тыкву. Так произошло и здесь. Город был разрушен в результате трехдневного ливня в 1926 году. Был заброшен ради новых домов на окружающей его равнине. Только одно здание было отремонтировано и используется в настоящее время – мечеть. Ну и общественный туалет рядом с ней, само собой. Так что у вас пока еще есть шанс запустить снаряд с высоты 5-го этажа в темную неизвестность. А если серьезно, то постепенно размываемый редкими дождями и медленно разрушающийся шали остается выдающейся достопримечательностью, однозначной must-see от нашего канала. Немножко лирики перед следующей точкой экскурсии. Конечно же, за каждой группой закрепляется гид. В нашей команде им стал прекраснейший человек по имени Абдулла. Свободно владеет берберским, египетским и верблюжьим. Но случился маленький нюанс. Пока вы смотрите это видео, где-то в песках Сахары происходит обряд бракосочетания Абдуллы и его невесты. Он все еще ее не видел, не знаком, не представляет, что его ждет. Поэтому все его мысли сосредоточены не на нашей экскурсии, а на предстоящем бракосочетании. Еще бы, человек уже подготовил подарков на $4000 в египетском золотом эквиваленте, само собой. А о будущей супруге знает только то, что рассказала собственная мать. Мы вошли в положение и не стали утомлять Абдуллу разными вопросами. Тем более, что есть Антон. Подъем в 6 утра, изучение всей информации о сегодняшних точках для посещения. И вуаля, лучший гид по Сиве готов. Но Антон любит горы и минералы. Вот тебе и дайвинг-инструктор. Правда, и некоторых из нас не пришлось долго уговаривать на небольшую прогулку на гору Дакрур, вне экскурсионной программы. Тем более, что прогулка оказалась вкусной. Во-первых, с любой из 3 гор оазиса открывается потрясающий вид на окружающую территорию. Сива находится на 18 метрах ниже уровня моря. Забираешься на полкилометра вверх и любуешься противостоянием пустынного песка и пресной воды из недр земли. Во-вторых, на горе было найдено старинное захоронение, не отмеченное на картах. Хочешь почувствовать себя Индианой Джонсом? Вперед на гору. В-третьих, это то самое место, куда изгонялись не самые приятные мужчины из старинных общин оазиса. Тут они строили себе жилье, охотились, привыкали к необъятной мужской дружбе и жизни вне женского тепла. И в-четвертых, конечно же, тут остались следы морской жизни, горные минералы и, да, мы встретили лисичку Феника, которая старательно пряталась от объектива камеры. Надеюсь, вам повезет больше. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непростой. Вообще не так часто в горы мы залазим. Да. Не так часто в горах, в которые ты случайно залез, находится вот такое просто. На карте нету, понятно, что местные здесь бывают. Есть иероглифы, причем не факт, что египетские. Ну что, собрали яйца в кучку и пошли. Выглядит эпичненько. Так я про это и говорю. Я за них и зацепился взглядом. Блять, ну, знаете, одно дело, когда ты заходишь в какие-то там, пусть даже кладбища, гроты, могилы с экскурсоводом. И он такой, типа, ребятки, окей, я вам сейчас все покажу. А когда ты здесь сам, ох ты ж, бля. Наши приветы Гоустбастеру. Это уже после войны, может, скрыли. 42-й. Это итальянская, да. Это итальянский. 42-й год. 24-е. Смотри, 1918. 1918, да. И вот это 48-й. Хаким. А можно сфотографировать? Хаким. Хаким. Это как раз, ребята, под ваши комментарии, кто знает арабский. Что здесь выложено арабской вязью. Что покорители? Лучше нет красоты, чем пописать с высоты. Это наш первый полутысячник. Да. Вот такие надписи у нас на вершине. Клуб переводчиков.
Любопытство всегда побеждает. Глядя, пол под ногами скрипит. Заходи сюда. Не заходи сюда. Интересно. Я не знаю, на итоговом видео я уже поделился с вами историями создания этого места или еще нет. В любом случае, оказался я здесь один. На данный момент, во всяком случае. И это достаточно знак, чтобы проникнуться. Ах, этот звук. Заходим. Какой-то культурой, когда людей изгоняли из их обжитых мест за какие-то проделки, и они на склонах горы строили себе вот такие хибарки, собирали какие-то группы. То есть, по сути, это было деревня мужиков, деревня одиноких мужиков. Не хотел бы я здесь оказаться лет 200 назад. Ой, не хотел. Поскольку в городе оказался сверху, а не снизу, неожиданно такое пришествие с горы, мне будет гораздо проще посчитать количество ступенек. Я буду по ним спускаться, а не подниматься. А вдоволь нагулявшись по двум пикам до Крура, можно спуститься в местечко, которое я про себя назвал вампирской обителью. Город не город, деревня не деревня. В общем и целом, тут празднуют праздник примирения. Что-то типа белорусских дожинок. В октябре, в дни полнолуния. Видимо, мирятся вампиры и оборотни. Надо будет вернуться осенью, ночью, когда со всего Египта сюда стекаются паломники. Должно быть весело. По крайней мере, 7-летний сорванец в мини-маркете у горы тщательно пытался прочитать наши карты виза при помощи калькулятора и всячески делал вид, что у него это получилось. В обиде не оставили. Заслужил. Дыня, Райга, Райга Халас. Авана. Боевики и фэнтези отсняли, переходим к фильмам ужасов. «Гора мертвых». Просто и со вкусом. Вывеска при входе навевает воспоминания о техасской резне бензопилой. Огромный песчаный муравейник. Огромный человеческий некрополь. Испещрен ходами, лазами, пещерами, склепами. В целом, если вы оказываетесь в городе, где кладбище находится на самой высокой горе, можно с уверенностью говорить, что этим городом когда-то владела Великая Римская империя. Этим ребятам хлеб в рот не клади, дай оттарабанить кадавра куда-нибудь повыше. Даже живя в Египте, я так и не стал фанатом захоронений, будь то некрополи, пирамиды или обычное кладбище. Посоветовать могу, только не прыгать по поверхности, дабы не пробить дно. Можно лететь очень долго и припеваючи. И обращать внимание на рисунки. Здесь они крайне напоминают древнюю версию журнала для взрослых. Ну иди посмотри еще раз, там прям реально кости вон лежат. Вот видишь возле стенки? Нет, я не вижу. А мне покажи. Ну вон возле стенки кости лежат. Где какие кости? Костя, выходи. Кроме того, с горы мертвых открывается удивительный вид на храм Оракула, куда нам и дорога. Вот, то самое место, куда с экскурсией ходил сам Александр Македонский. Если не углубляться в историю досконально, то можно представить себе такую картину. На очень высокой скале, в очень высоком замке живет наверняка очень высокий оракул и предсказывает городу новости, будущее, погоду. Приходит Саша из Македонии, говорит: «Хочу быть фараоном». Оракул ему отвечает из недр крепости: $1. Пришлось раскошелиться. Зато 5 минут, и вот ты фараон, владыка Египта. А вот если углубиться, Александр со своим войском шел 1000 километров по недоброжелательным пескам Сахары за птицей. Птица, как известно, знает, где освежиться в полете. И вот, спустя много дней и ночей, потеряв 2/3 войска от песчаных бурь и засухи, наш герой оказывается в Сиве, в неприступной крепости, которая еще и разговаривает при помощи системы каналов и колодцев, голосом оракула. Мы не поленились, зашли за ограничительную туристическую зону и нашли те самые колодцы и предполагаемую келью оракула под ними. Так вот, с одной стороны ты оракул, защищенный высотой и стенами крепости. Живешь себе, наслаждаешься. И тут у подножия крепости появляется многотысячная армия и просит себя лишь об одном –
назвать некого Александра фараоном. Не знаю, как вы, а я бы его и Папой Римским назвал, лишь бы отвалил. С другой стороны, совсем недавно в Сиве было найдено предположительное место захоронения самого Александра Македонского. Как думаете, ему тут так понравилось или оракул был не так прост? Думаю, понравилось. Во-первых, изнутри можно насладиться потолками из пальмового дерева. Оказалось, что и из пальмы тоже можно строить шедевры. Правда, для этого ствол должен 20 лет напитываться соленой водой от насекомых-паразитов и для придания крепости. А потом еще годик высушиваться. Начинает процесс одно поколение, а строить приходится внукам. Во-вторых, снаружи скала с огромнейшим храмом на вершине, посреди пальмовой рощи, в сердце пустыни, среди загадочного бедуинского мира. Чем не место для вечного пристанища души? На фоне этого великолепия как-то теряется один из самых важных в истории Египта храмов Амон-Ра. Может быть, потому что он не на скале? Или потому что от него осталась только одна стена? А знаете почему? Просто один из бывших губернаторов Сивы решил построить полицейский участок, но не хотел платить за стройматериалы и разобрал храм. Глядя на то, что напротив храма кто-то по-прежнему ворует кирпич под собственные нужды, в очередной раз убеждаешься – люди не меняются. Местные храмы и дворцы вызывают слишком много сожаления о человеческой природе. Пришло время освежиться в самом известном источнике пресной воды города. Купальня Клеопатры, в отличие от теплых лагерных бассейнов, является естественным выходом горячих подводных источников Сивы. И выглядит это достаточно красиво. Если вы гурман. Но беря во внимание, что вода пресная, а вокруг жара в 40 градусов, не стоит удивляться, что вся эта радость цветет. В толще, на дне, на поверхности появляются не самые привлекательные водоросли. Но даже это бы не остановило наш бравый отряд от погружения в лечебные воды. Проблемой стало количество местных вокруг. Люди, торговцы, полиция, ни одной женщины, а только ожидающие взгляды местного мужского сообщества. Ощущение, что ты вот-вот окажешься единственной достопримечательностью пляжа для нудистов. Купание большинством голосов отменилось. Зато был найден клад для фанатов геокэшинга и одноименного приложения. Маленький утешительный приз, вслед за которым пришел большой – встреча заката на острове Фатнас. Потрясающий вид на погружающийся в ночь оазис был дополнен угощением от нашего гида – свежевыжатыми соками из местных фруктов. Да, нет. Гуава. Давайте-ка. Блуждая по городу, нельзя не обратить внимание на местный автопарк. В большом почете 3 вида транспорта. Муравьи – это такие мотоциклы с прицепом, который может использоваться в роли грузовичка и как такси. Ослы – это классика. Им бы только заботы побольше от хозяев. И потрясающие современные ленд-крузеры в исполнении B8G XR. Изумительный автомобиль, предназначенный для сафари по Сахаре. Туда мы и отправляемся. Только слегка подпустим колеса, на всякий случай. Едет на сафари тут мы. Если кто-то из вас был на сафари в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе или в Арабских Эмиратах, спешу вас огорчить. Это вовсе не сафари. Только здесь, за вполне себе адекватные $40 с человека, можно понять, что такое безумный триал на идеальном автомобиле. Огорчает только тот факт, что гонки по пустыне под самыми немыслимыми углами заставляют тебя как можно сильнее вжаться в сиденье и попытаться сохранить технику. Но тем и лучше для вас. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Это я понимаю, проверка. Ну как сильно! А все Эльвира, пришли вниз, Эльвира! Твою мать! Класс! Сила дрифт! Ком! Кристина, выходи! В русском языке не хватит слов, чтобы описать восторг от открывающегося вокруг вас мира. Сахара бездонна, Сахара восхитительна. Сахара действительно чудо света. И
Когда-то давно Сахара была морем. Тут и там встречаются окаменевшие остатки морского дна, устрицы, кораллы, морские ежи. Но при всей моей любви к морю, здесь оно уходит на второй план. Бесконечные дюны, песок, будто из солнечных часов. Он манит к себе прикоснуться, зарыться и провести тут ближайшие несколько лет. В отдалении от современной урбанизации. Песок вытягивает весь негатив, согревает тело, наполняет вас энергией и волей к жизни. Вот, ребят, так выглядит бесконечность. Ребятоньки, чего мы ожидали от Сахары? Я вам скажу определенно не этого. То есть, да, спокой, безмятежность, бесконечность. Потрясающе. Но то, как мы сюда добрались... Эмоции полные штаны, кирпичи отложили весь Land Cruiser. Короче, если вам где-то предложат сафари, только сила. Только сила. Они убили Олю! Сволочи! Опа. Чувство из фильмов. Когда ты ожидаешь за новой дюной оазис, свободу, независимость, блядь. А там еще одна дюна. Но в нашем случае, ребятки, там оазис. Да, и соответствующая обстановке водичка считается лучше в Египте. Но даже просто попасть сюда – нелегкое дело. Мы трижды проходили паспортный контроль и получали разрешение на наше пустынное турне. Сахара опасна. Даже если абстрагироваться от палящего солнца днем и пробирающего холода лунной ночи, по сей день через пустыню идет контрабанда оружия, наркотиков и прочих радостей черного рынка. Поэтому случайная встреча с пустынными бедуинами может закончиться плачевно. Ой, что это? Как будто вода льется. Хорошо, что мы здесь не за этим. В план поездки входит посещение 2 оазисов с пресной водой. Первый мелкий, холодный и вонючий. С этого холодного озера в Сахаре я бы лучше смотрел на видео, чем нюхал сам. Сероводородик. Второй красивый, теплый и невероятно нежный для тех, кто не побрезгует в нем окунуться. Красавцы мы, конечно, приехали на горячий источник. Все такие радостные, купаться можно. Все в трусах. Ни у кого нет купальных костюмов. Вы не поверите. Несмотря на то, что это выглядит вот так, в это хочется залезть. И сейчас мы будем этим заниматься. Ни хрена не видно, есть ли тут лестница и где она. И самое страшное... From here? Oh, thank you. И самое страшное сделать первый шаг. Опа. О, класс, там песок. Там песочек. О. А наш манит. Я сомневаюсь, что будет что-то видно в этой дырке, но мало ли. Вода горячая теперь. Самое забавное, что эти 2 оазиса не природные. Просто власти Египта в очередной раз искали нефть, а нашли горячие источники подземных вод. На радость туристам неудавшуюся добычу свернули, а местные губернаторы превратили раскопки в туристическую мекку. Как бы не хотелось задержаться в теплом и мягком бассейне, солнце близится к закату. Нам предстоит найти самую красивую дюну, уютно на ней расположиться и попробовать еще одну местную забаву. Египет является родиной сэндбординга, а Большое песчаное море, где мы сейчас находимся, одно из самых популярных мест в этом виде спорта. Конечно, до спортсменов нам тут далеко. У нас скорее песчаные санки. Но нельзя не упомянуть, что официальный мировой рекорд скорости, достигнутый на доске для сэндбординга, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса, составляет 82 км в час, а неофициальный – 97 км в час. Будьте осторожны, прикасаясь к чему-то новому.
В 2024 году местное правительство, надеюсь временно, запретило ночевки в пустыне. Поэтому нам оставалось лишь отведать бедуинского чая, сделанного тут же на костре, и любоваться закатом в пустыне. Местный арахис и фрукты помогли сильно не расстраиваться. Очень рекомендую. Просто прилечь на теплый песок. Ну, так я тебя о чем? Вы портите мне видео, самки шакала. Шакал. Крайний день путешествия мы посвятили шопингу. В результате изоляции силы местные жители развили уникальную культуру, проявляющуюся в плетении корзин, гончарном деле, серебрении и вышивке, а также в стиле одежды. Наиболее заметными и прославленными примерами этого были свадебное серебро и ансамбль серебряных украшений и бус, которые женщины в изобилии носили на свадьбах и других церемониях. Многие магазины являются одновременно фабриками, где можно заказать что-то уникальное для себя. Если вы обратили внимание на мой внешний вид, жилетка поверх голубей также является отличительной чертой культуры берберов. Хей, Тореро, жизнь как миг. Когда вы считаете, что египтяне глупые, вот так их видим мы. А вот так нас видят они. Наше путешествие подходит к концу, но жадная до эмоций компания категорически отказалась ехать назад в Хургаду по прямой. Жирной точкой поездки должен был стать изысканный ресторан в сравнительно новом курортном городе Египта – Марса-Матрух. Условной границей между самобытной частью страны и ее туристическим продолжением можно считать место, где стада в меру диких и очень обаятельных верблюдов сменяются отвратительной свалкой всего, что только можно себе представить. Если с мохнатыми горбачами мы с радостью пообщались и даже устроили фотосессию, то вид убитой природы на подъезде к городу отбил весь аппетит. И что уж тут скрывать, очень сильно испортил изначальное впечатление о средиземноморском курорте. К счастью, мусор исчез так же стремительно в центре города, как и появился за его пределами. В Марса-Матрух удивляет все. Удивляют многоэтажки, удивляют церкви, удивляет чистота и обилие товаров в магазинах. Самое приятное, когда тебя привозят в замечательное место с замечательным меню. Более чем удивило меню в ресторане. Хоть мы и отъелись прекрасной бараниной, осадочек от перевода остался. И самое удивительное, конечно же, Средиземное море в Египте. Ребята в оазисе по морю соскучились. Остаемся? Нет, даже не так. Макдональдс на побережье Средиземного моря в Египте. Только представьте себе возможность насладиться кофейком с таким видом. Под еще один закат. Вот мы и вернулись. И уже спустя каких-то 2-3 дня возникает ощущение, что это было не с нами. Эта экскурсия настолько отличается от всего, что привычно туристам в Египте, от луксоров, каиров, от обыденных надоевших псевдосафари в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, что оставляет после себя ощущение нереальности. Да, безусловно, радует тот факт, что с нами останется это видео и сможем всегда его посмотреть на YouTube. Но ведь лучше вернуться. И может быть на этот раз уже с вами, друзья. Поэтому собирайте компанию из 5-8 человек, пишите мне в Instagram, в Директ и вперед. Большое песчаное море ждет. Море ждет.